Неужели это конец эпохи, которую так тщательно охраняли миллионы солдат по всему миру? Почему официальное заявление HYB на этот раз вызвало такое напряжение в фандоме, словно вот-вот разразится сильный шторм? И, что еще более шокирует, почему Чингук, который всегда выглядит спокойным, как сообщается, не желает принимать это решение? Эти вопросы теперь звучат во всех уголках социальных сетей, разжигая смелые домыслы и неудержимое любопытство. Эта новость появилась всего через несколько минут после того, как HYB опубликовали то, что было названо самым чувствительным заявлением за последние годы. Они раскрыли ранее скрытые подробности о будущем Ким Тэ-хёна, также известного как Ви, одного из самых популярных участников BTS. Заявление было не просто обновлением графика военной службы или деятельности, это было откровением, которое имело серьезные последствия для BTS и внутренних отношений участников. Ситуацию осложнила реакция Чингука. Как сообщается, довольно сильная и эмоциональная, что указывает на то, что это решение не было единогласным. Внутренние источники HYB сообщили, что обсуждение будущего Тэ-хёна на самом деле продолжалось несколько месяцев, еще до его начала военной службы. Однако эти обсуждения проходили за закрытыми дверями, без участия общественности. Информация была доступна только самому близкому кругу руководства. Ходили слухи, что внутри компании существуют две фракции. Одна сторона хотела предоставить Тэ-хёну полную свободу выбора карьерного пути, в то время как другая, как предполагалось, поддерживала желание Чингука сохранить полный состав BTS после завершения службы всеми участниками. Возник важный вопрос: означает ли это заявление, что Тэ-хён не вернется в BTS полностью? HYB не заявляли об этом прямо, но формулировки заявления породили массу домыслов. Такие фразы, как «исследование более широких творческих возможностей после службы» и «предоставление пространства для индивидуального саморазвития» сразу же были интерпретированы как признаки серьезных перемен. В южнокорейской индустрии развлечений подобные фразы часто являются тонкими намеками на смещение фокуса артиста с групповой деятельности на сольные проекты. Чингук, давно известный как «Золотой Макне» и тесно связанный с Тэ-хёном, как сообщается, отреагировал на это заявление с необычайной эмоциональностью. По сообщениям корейских СМИ, он даже выразил свое неодобрение на внутреннем совещании. Некоторые источники утверждали, что он сомневался, действительно ли этот шаг отвечает интересам Тэ-хёна или же это просто стратегия компании, которая ставит долгосрочную прибыль выше единства группы. В социальных сетях ARMY разделились на два лагеря. Одни поддерживали свободу Тэ-хёна экспериментировать в соответствии со своим видением, в то время как другие опасались, что это начало конца для BTS, какими они их знали. Спустя несколько часов после объявления HYB появилась онлайн-петиция с призывом компании прояснить свои намерения и обеспечить, чтобы все участники BTS оставались вместе. Эта ситуация вновь вызвала подозрения относительно внутренних отношений участников группы, действительно ли существовало скрытое напряжение. Многие фанаты вспоминали моменты, когда Чингук, казалось, оберегал Тэ-хёна от концертов до интервью, что навело некоторых на мысль, что их связь слишком сильна, чтобы смириться с возможным разрывом. Похоже, HYB осознавали масштаб негативной реакции. В своем последнем обновлении они подтвердили, что BTS остаются их главным приоритетом, но снова избегали каких-либо прямых заявлений о том, что состав группы останется неизменным. Эта нерешительная позиция лишь усилила подозрения общественности в том, что за кулисами кроется нечто большее. Слухи лишь усилились после того, как известный журналист из индустрии развлечений заявил, что Тэ-хён уже принял предложение о крупном международном проекте, из-за которого он будет находиться за пределами Кореи в течение нескольких месяцев после увольнения из армии. Если это правда, это, несомненно, повлияет на деятельность BTS, особенно если график группы будет пересекаться с проектом. Тем временем, как сообщается, Чингук готовится напрямую поговорить с ARMY, что он редко делает по внутренним вопросам. Многие предполагают, что он будет использовать Уиверс или прямую трансляцию, чтобы выразить свое мнение, и если это произойдет, этот момент может стать важным поворотным моментом для BTS. Аналитики индустрии развлечений рассматривают эту ситуацию как серьезное испытание для HYB. Компании необходимо найти баланс между деловыми интересами, личными стремлениями участников и общественными ожиданиями. Один неверный шаг может подорвать доверие крупнейшей в мире фан-базы.
И на этом фоне отношения Тэхёна и Чингука находятся в центре внимания. Смогут ли они вместе пережить бурю или же разойдутся из-за разногласий во взглядах? Многие считали, что бы ни случилось, заявление HYB запомнится как один из самых важных поворотных моментов в истории BTS, будущее группы может уже никогда не быть прежним. Поклонникам оставалось лишь надеяться, что связь, которую они выстраивали более 10 лет, не будет разрушена просто разницей во взглядах. Однако после волны домыслов и споров постепенно начали всплывать факты, сообщения о том, что HYB раскрыли кардинальные планы относительно будущего Тэхёна, а Чингук отверг это решение, оказались беспочвенными. Многие элементы повествования были просто переосмыслением официального заявления HYB, которое, по сути, было общим и не содержало никаких кардинальных решений относительно BTS. Первое доказательство этой лжи очевидно из официальных документов HYB, опубликованных на их сайте и в социальных сетях. Нет ни одного предложения, которое бы упоминало или намекало на то, что Тэхён покинет BTS или полностью сосредоточится на сольной карьере после службы в армии. Фраза «исследование более широких творческих возможностей» действительно используется, но в контексте поддержки творческого развития всех участников BTS, а не только Тэхёна. Утверждение, что Чингук отверг это решение, также не подкреплено доказательствами. Нет никаких записей, цитат или прямых заявлений, демонстрирующих его неодобрение. Напротив, через несколько дней после появления слухов Чингук опубликовал короткое сообщение на Weverse, восхваляя преданность Тэхёна военной службе и выражая полную поддержку его работе. Слухи о фракционных разногласиях внутри BTS и HYB также не подтверждены. Несколько СМИ, первоначально опубликовавших их, признали, что полагались исключительно на анонимные источники без конкретных подробностей. HYB категорически отрицали какие-либо внутренние конфликты и подчеркивали, что все решения принимались путем взаимных обсуждений с учетом благополучия участников. Вопрос о крупном международном проекте, из-за которого Тэхён будет редко появляться в Корее, также был чисто спекуляцией. Хотя он и получал предложение о сотрудничестве, его ситуация ничем не отличалась от ситуации остальных участников. Руководство подчеркнуло, что все предложения будут организованы таким образом, чтобы не мешать графику BTS после окончания службы. Примечательно, как распространялись эти слухи. Смесь мелких фактов, предположений и эмоциональных историй подогревала страх перед распадом. Фанаты непреднамеренно усугубляли ситуацию, делясь личными интерпретациями, как если бы это была официальная информация. Из всех этих разъяснений становится ясно, что слухи об уходе Тэхёна из BTS и отказе Чингука были просто чередой недоразумений. HYB постоянно заявляли, что BTS возобновят деятельность группы, как только вернутся все участники. Руководство компании подчеркивало, что BTS занимает центральное место в их долгосрочных планах. Тем не менее, этот инцидент преподает важный урок. В цифровую эпоху важно проверять источники, прежде чем верить новостям или распространять их. В HYB действуют строгие протоколы коммуникации, официальная информация поступает только по проверенным каналам, а не из анонимных слухов. Для ARMY эта новость действительно тревожная, но на самом деле отношения Тэхёна и Чингука остаются крепкими. Они прошли через многое вместе более 10 лет и поддерживали друг друга публично. На самом деле, на фоне подобных слухов их связь, кажется, становится крепче, о чем свидетельствует их теплое общение, несмотря на раздельные занятия. Хотя эта ложная новость вызвала волну обсуждений, правда все равно пробьется наружу. Никакого решения об отделении Тэхёна от BTS не было. Между Чингуком и руководством не было никаких разногласий. BTS остаются едиными с единым видением продолжения своего пути после службы в армии. Поклонникам, возможно, придется немного подождать, чтобы увидеть их снова на сцене, но одно можно сказать наверняка – BTS не распадаются, и их будущее по-прежнему полно невероятного потенциала.